Всем привет! Меня зовут Вячеслав Юркин. Я приветствую вас на своем канале Хобби Столярка. В этом видео я хотел бы рассказать, как я шлифую. Значит, не просто как, чем, каким инструментом, с помощью каких приспособлений, к чему я пришел сам, что подсмотрел у других блогеров или у других столяров. Показывать я все это буду на примере задних стенок. Это одна, вот еще вторая, о которых я уже упоминал в прошлом видео, в позапрошлом видео. Это задняя стенка, филенчатая задняя стенка. Задняя стенка изготовлена из технологических отходов. Когда делать было нечего, я склеил все это дело в щиты, отфрезеровал без помощи рейсмуса или фуганка. Вот. Все это выровнял в какую-то толщину. В прошлом видео я выбрал необходимую толщину пазовой части филенки. Ну и, в общем-то, повреждений на этих щитах было столько, что я пришел к выводу, что все это нужно очень сильно шпаклевать. И с помощью этого метода шпаклевки и других методов, которые я сегодня тоже покажу, как-то замаскировать, завуалировать все недостатки, которые заметил в прошлый раз. Такие вещи я обычно шлифую своей эксцентриковой шлифмашинкой. У меня есть ее аналог, одноклассник, макитовский. Небо и земля. Если кто-то стоит перед выбором, берите именно вот эту модель. Прослужит долго, прослужит вечно. Надо сказать, что это моя первая эксцентриковая шлифмашинка. Ей уже больше 7 лет. Вот. На смену ей года через 2 я приобрел макитовскую. Но в макитовской вот по сегодняшний день я уже 3 раза менял подшипник. Я уже даже не помню, 1 или 2, ну, не суть важно. Это продолжает работать, работать и работать. Кроме того, при шлифовке мне помогает вот такой пылесосик. Керхер. Выбором пылесоса я руководствовался следующими критериями. Фирма должна быть мне известна, фирме должен я доверять. Ну и должно стоить недорого. На удивление, именно эта модель оказалась, в общем-то, самой дешевой из одноклассников. Из недостатков, ну, пластиковый корпус можно причислить к недостаткам. Но если работать осторожно, не бить по нему молотком, прослужит тоже очень долго. Вот эти защелки тоже кажутся мне ненадежными. Но опять же, это все субъективно. Все зависит от пользователя, не от самого пылесоса. Вот именно этому экземпляру, ну, наверное, уже года 1,5, а может 2. Еще один недостаток. У него слишком короткий шланг. Думаю, что здесь 1,5 метра. Ну, 2 метров точно нет. Но, однако, сам Керхер предлагает еще вот такой удлинитель. Видите, тоненький переходничок. И он непосредственно ведет к шлифмашинке. Вот тут еще, наверное, 1,5 метра. Так что всем этим я успешно пользуюсь и справляюсь. Есть еще один момент. Когда нужно просто зашлифовать
какую-то деталь, скажем, после фрезеровки, то я шлифую, не прибегая к помощи вот такого покрытия, которое использую в качестве антискользящего. Правда, удивительная вещь, этот коврик для душа копеечный, он, в общем-то, деталь по нему не скользит, он сам скользит иногда у меня по столу. Не знаю, как быть, забавно. Но, тем не менее, такой коврик мне очень сильно помогает, когда шлифую на чистовую. Шпаклевку я покупаю самую обычную, ну, не в качестве рекламы. Такая шпаклевка продается в любом строительном магазине, мне кажется. Где-то здесь даже подписано, да? Вот она, якобы колерованная в цвет сосна. Обязательно покупаю эту шпаклевку в виде маленькой коробочки и в виде большой баночки. Разница в цене очень существенная. Большая банка едва-едва дороже, чем маленькая. Вот. Но когда работаешь, когда шпаклюешь, проще держать в одной руке маленькую, чем большую. Она тяжеленькая получается. Ну и пару слов, какие шпателя я использую. Вы знаете, я покупал эти маленькие резиновые шпателя. Вот. Их недостаток. Они теряются. Вот у меня, я в принципе пытаюсь придерживаться какого-то порядка, да, то есть для каждой вещи у меня есть там свое место, но вот такие маленькие вещи, а шпатель довольно маленький, прорезиненный такой кусочек резины, вот теряется и теряется, поэтому лучше щепочки, ничего нет, потерялась, сделал другую. Вот. Есть еще вариант пользоваться старыми банковскими карточками, но поскольку маленький предмет теряется так же, как и прорезиненный. Вот мои задние стенки. Начну я сегодня вот с этой. Шпаклевкой я покрыл. Повреждений было очень много. Шпаклевкой покрыл практически везде. С обеих сторон. Все это предстоит отшлифовать. Но покрывал шпаклевкой тоже без фанатизма. Если приглядеться, кое-где какие-то повреждения есть. Но нужно к этому относиться. Это задняя стенка. То есть это не лицевая. Она должна быть культурная, облагороженная. Вот. И ситуацию ведь можно... Из ситуации можно вырулить разными способами, поэтому сначала я все это дело отшлифую и очень крупные недочеты уберу, а потом еще немножко слегка броширну. Просто слегка, чтобы скрыть те недочеты, которые проглядел в прошлый раз, когда шпаклевал. Шлифовать я буду с помощью наждачной бумаги с зерном 100. Сразу на чистовую. Честно говоря, лень менять бумажку, потому что 80-ка, которая, мне кажется, более желательна в данном случае, лежит у меня далеко, и сейчас к ней доступ затруднен. Но, однако скажу, поскольку декоративные покрытия, колерованные покрытия, которые я применяю на своих изделиях, в основном это имеет масляную основу в своих технических характеристиках, я пришел к выводу, что слишком малое зерно вредит такому моменту, как нанесение вот этого декоративного покрытия цвета. Какие-то проплешины, более аккуратные. Я же не очень аккуратный. Поэтому шлифую и далее крашу, шлифую зерном не более 100, ну максимум 120. В прошлый раз, когда я собирал свои шкафчики на сухую, я почувствовал, что чуть-чуть толстовато у меня вышли пазы филенки. И входит
ну, с излишним усилием. Поэтому сегодня я уделю некоторое время и отшлифую, скраду, ну, буквально какие-то сотые миллиметра. При шлифовке я не очень сильно прижимаю шлифмашинку к детали, к заготовке. Практически с усилием, которое позволяет держать ее горизонтально. Ну, горизонтально и под своим весом, в общем-то, устоит. Но шланг немножко перевешивает. Такие какие-то незначительные граммы, но придает, то есть углу. Поэтому слегка-слегка я затрудняюсь в килограммах назвать вот это усилие, но думаю, что ну, килограммчик. Вот с таким усилием примерно я ее придавливаю. Есть некоторые моменты, когда нужно придавить немножко посильнее. Я сейчас обратно ее переверну. Это филенчатая часть. Вот у меня, к сожалению, не нашлось круга большего диаметра. Эта машинка 125-я. Поэтому, когда вот такие вот моменты мне нужно обмануть. Сейчас покажу какие. Когда нужно зашлифовать еще и вот эту вот поверхность, да, представляете, не просто плоскость, а еще вот это вот с закруглением подъемчик. Я обычно беру круги большего диаметра, чтобы они немножко выступали из машинки, и просто прохожу, получается все прекрасно. Может быть, это и неправильно, но судят по результату, а не по процедуре. А сейчас я продолжу. Самый лучший приборчик, определяющий качество шлифовки, на мой взгляд, является собственная рука. Вот когда вам самим нравится касаться древесины, ну, значит, достаточно. Ну, это лирическое отступление. Я хотел бы обратить внимание вот на что. Вот обратите внимание, я специально не дошлифовал вот этот момент. Шпаклевочка, поверхность уже гладенькая, но шпаклевочка еще просвечивается на сучке. Вот так оставлять нельзя. Иначе, если будете наносить краску, декоративное покрытие, какой-то недочет будет обнаруживаться. Обычно я все это зашлифовываю. Ну, исключение составляет, если краска совсем уж темная или кроет наглухо, без просветов текстуры древесины. Но лучше убрать. Правило единообразия. Лучше всегда убирать. Вот эта поверхность будет смотреть внутрь шкафчика, и пользователь эту поверхность будет видеть. Ну, совершенно понятно, что после того, как шкафчик будет собран, будет покрашен, будет полачен, какого эффекта я добился? Вы помните, это вот вторая, она еще не обработанная, сколько шпаклевки было нанесено. И вот примерно до такого результата я отшлифовал. Шпаклевки практически не видно. Она осталась только в самих микротрещинках. Только вот в растрескавшихся сучках. Только там, где нужно. Ни в коем случае нельзя оставлять, ну, на мой взгляд, конечно, по крайней мере, это вот в мою стилистику, в которой я работаю, должным образом попадает. По крайней мере, я стараюсь это соблюдать.
сами щелки должны быть зашпаклеваны. Никаких ямочек при нанесении покраски, при нанесении лака обнаруживаться не должно. Это будет недочет. Ну вот я для себя выбрал такой критерий качества. Я не буду далеко убирать свою эксцентриковую шлифмашинку. Сейчас я немножко слегка отброширую, а потом еще раз пройду той же самой наждачкой этой моей машинкой. Вот такой результат у меня получился. Да, камера, видимо, не передает. Едва-едва заметно подчеркнутая рельефность структуры. Едва-едва. И даже речь, в общем-то, не о том, чтобы придать какие-то дополнительные декоративные свойства, характеристики. Это, в конце концов, всего лишь задняя стенка. А не придать, а скрыть дефекты, которые просмотрел. Выдвинуть наружу текстуру и скрыть дефекты. Рабочий день сегодня оказался опять коротенький. Вот. Поэтому я с вами прощаюсь. Надеюсь, был полезен. Всем пока. Не забывайте подписываться на мой канал.